Hepinize merhabalar. Şimdi Barikanlaya metro durağında indik ve Savaş Üniformaları Müzesi'ne geldik. Bu müzede Rus ordularının en seçkin asker ve subaylarının askeri üniformaları var. Bu müzede video çekmeme izin veren Aleksandra Dumanova hanımefendiye ve Klim Sidorenko beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Şimdi müzenin içine girdik. Итак, конец 17 века. На престол восходит Петр I. Петр I желает добиться выхода к Балтийскому морю, но Балтийское море находится в руках шведов. И тогда он понимает, что Швеция была весьма сильным соперником. И тогда нужно ему было создать свою армию, которая будет регулярная. Вводится рекрутская повинность. Солдаты служат 20 лет. Перед вами макет, экспонат тяжелого пехотинца, гренадер. Гренадеры это были штурмовики, которые метали гранаты. Одет он в венгерское платье с серебряными шнурами на груди. На голове у него цилиндрическая шапка из бобрового меха. Макет Полтавской битвы, на котором мы можем видеть, в каких мундирах воевала русская армия. Пехота, артиллерия, конница и на дальней стороне шведы. Спустя два года мундир этот будет заменено на немецкое платье. Представитель пехоты, их назвали до начала 19 века мушкетерами из-за характерного стрелкового оружия, которое называется мушкетом или ружье. Надето на него немецкое платье. Немцами тогда называли всех иностранцев от слова «немой». На голове у него суконный картуз, головной убор, который носили вне строя. Немецкий кафтан до колен. На ногах у него суконные штиблеты, которые защищали ноги от попадания камушек. Следующий род войск это у нас была конница. Конница это представитель у нас универсальный солдат. Воевать он мог как и в пешем строю, так и в конном. В руках у него прообраз современного гранатомета, называется мортирная пушка. Дальность ее стрельбы составляет 150 метров. На ногах у него кожаные ботфорты, характерная обувь для кавалеристов. В 1721 году завершается война с Швецией. Россия получает выход к Балтийскому морю, присоединяется к территории Прибалтики и современной Ленинградской области. Россия становится империей, Петр становится императором. Спустя 4 года, не составив завещания, умирает скоропостижно Петр I. И начинается эпоха дворцовых переворотов. Şimdi bir diğer odaya geçiyoruz. В 1730 году на престол восходит племянница Петра I, Анна Иоанновна. Она учреждает новый вид войск – кирасиры. Это тяжелая конница, название они получили по характерной амуниции, которая называется кираса. Кираса – это две стальные пластины, одна одевается на грудь, вторая на спину. Предназначалась она для защиты от сабельных ударов. Их предназначение было наносить мощный таранный удар, потому что у них лошади были довольно массивные, крупные, они могли весить от 600 до 800 килограмм. И сами кирасиры были довольно крепкие, физически развитые. Следующий военнослужащий это у нас драгун. На голове у него форменная шляпа-треуголка, обрамленная белой тесьмой по краям. Одет он в кафтан из лосиной кожи. Это кожа особой отделки. Она более долговечная, более прочная. В середине 18 века Россия принимает участие в Семилетней войне. Русским войскам удается занять Восточную Пруссию,
город Кёнигсберг и взойти и взять город Берлин. Елизавета не имела своих детей и вызывает из города Киль своего племянника Карла Петра Ульриха. В крещении в православии он получит имя Петр Федорович или Петр III. Император был европейского менталитета, по-русски он разговаривал с трудом. У него был собственный парадный потешный полк, Галштинский полк. Здесь мы с вами видим амуницию этого полка. Шапка-гренадерка, пехотные сумки, треуголка, шляпа-треуголка. Петр III заключает мир с Фридрихом II, отдает ему все завоеванные территории. Это вызывает недовольство в армии, и происходит дворцовый переворот, который возглавляет Екатерина II. И власть переходит к его жене. Итак, эпоха Екатерины II называется Золотым веком России. Россия непобедима, армия непобедима как и на суше, так и на море. Старанием фаворита Григория Александровича Потемкина учреждается новая форма, которая более удобная, чем старые образцы. На голове у него фетровая каска, которая защищала его от сабельных ударов. На теле у него широкая куртка, и штаны, которые не стесняли его движений. К ногам пришиты кожаные краги, которые защищали сапоги от изнашивания. Следующий же экспонат – это мундирное платье. Екатерина была законодательницей военной моды. Платье было пошито под цветом кавалергардских полков. Кавалергарды были охраной императора. Эпоха императрицы Екатерины II породила плеяду знаменитых полководцев. Адмирала Федора Федоровича Ушакова, генерала Александра Васильевича Суворова. Одно из знаменитейших сражений это была штурм крепости Измаил. Крепость Измаил была оборудована по современным технологиям фортификации бастионного типа стены. Снизу, с юга прикрывала река Дунай. Держали оборону. Целый месяц русские войска держали осаду. И уже наступали холода. Русская армия готова уже была уходить на зимовку. И тогда Григорий Александрович Потемкин отправляет знаменитого полководца Александра Васильевича Суворова, который проводит небольшую разведку крепости и уже предпринимает штурм. С юга, с Дуная, обстрел ведет Дунайская флотилия. После продолжительного боя войска захватывают крепость Измаил. Гарнизон капитулирует. Россия раз и навсегда остается Северное Причерноморье и полуостров Крым. Будут основаны новые города, такие как Одесса, Севастополь, Херсон. После Екатерины на престол восходит ее сын Павел I. Павел I были довольно весьма сложные взаимоотношения с его матерью. И он отменяет все нововведения Екатерины, и в частности эту форму, и вводит обратно русский мундир. Так, на голове нашего гренадера гренадерская шапка. Прусский кафтан, под него поддевался жилет. На ногах у него белые штаны, панталоны, суконные гетры, которые защищали сапоги от изнашивания. При Павле I уже солдаты служат не пожизненно, а 25 лет.
Форма была довольно неудобная, но император любил свою армию и вводит новое зимнее обмундирование шинель. В зимнее время она надевалась в рукава, в летнее время свертывалась, скручивалась в скатку. В этой витрине мы с вами можем видеть амуницию кавалергардского полка. Две железные пластины кераса. Вот эта накидка называется чапрак, который впитывает конский пот. И деревянные чехлы для пистолетов. Полковое знамя, штандарт кавалергардского полка, на нем девиз «Семь знамений победивших», уверенность в правоте своих действий. Но в 1801 году трагически умирает Павел I. Он был задушен в Михайловском замке. И на престол восходит его сын Александр. На престол восходит Александр I. Вводятся характерные головные уборы, которые называются киверами. Кивер делался из кожи, плотно обшиваемой. На голове у него султан белого цвета, обозначает принадлежность к кавалерии. Это декоративный шнур называется итишкет. Закреплялся он у подбородка кожаными ремнями. Следующий род войск легкой кавалерии появляются уланы по настоянию брата Александра Константина Павловича. На голове называется это шапка уланка, или еще, как ее называют, конфедератка. На голове у нее характерное квадратное навершие. Шапки гренадерки. В начале 19 века Россия входит в антифранцузскую коалицию. И уже воюя с французами в первых сражениях, битва при Аустерлице, битва при Фридланде. Гренадеры павловские отличились в битве при Фридланде. Прикрывая отступающие части, их шапки были прострелены, они были под огнем. Александр, восхищаясь мужеством русских солдат, павловских гренадер, оставляет им это как награду. Но Франция была не только соперником, но и законодательницей моды военной. Учреждаются мундиры фрачного покроя. Мундиры фрачного покроя были укорочены. Уланская куртка, кирасирский калет, пехотный мундир. В июне 1812 года армия Наполеона переходит реку Неман, и начинается война с Россией. Перед вами представитель лейб-гвардии Семеновского полка. На голове у него султан черного цвета, что означает принадлежность его к пехоте. Офицерские вводятся эполеты, офицеры, которые показывают офицерский чин. Нагрудный знак горжет. Горжет у старших офицерских чинов он был полностью золотого цвета. У средних чинов между наполовину золотые, наполовину перемешку золота с серебром. У нижних чинов серебряный. Следующий, правая рука командира, это были военные музыканты. Во время сражения происходит грохот пушек и снарядов, и, соответственно, командир до всех докричаться не может. Задача военного музыканта была услышать своего командира, отдать барабанный бой. Следующий вид войск — это у нас кирасиры. Их задача была, как мы ранее с вами узнали, наносить таранный удар. На голове у него шапка с кирасирский шлем с продольным плюмажем из конского волоса и потомок средневекового меча палаш. В 1812 году русская армия
начинает воевать с Францией. У границы она не решается дать бой и отступает в сторону Смоленска. У Смоленска после двухдневного сражения отходит к Москве, отходит к Бородино. И возле Бородино, село Бородино, завязывается генеральное сражение. Бой длится 12 часов. Спустя 12 часов русская армия, командование русской армии Михаил Ларионович Кутузов принимает решение отступить вглубь страны, оставить Москву, чтобы сохранить свою армию. И уже происходит битва у Малоярославца, что позволяет, и русская армия переходит в контрнаступление. К концу 1812 года русская армия выходит к границам Российской империи. В 1813 году начинаются знаменитые заграничные походы. И в 1814 году русские войска торжественно входят в город Париж. Спустя 11 лет, в 1825 году, от болезни умирает Александр. И власть переходит к его брату Константину. Но он отрекается от престола в пользу своего младшего брата Николая. Пойдемте. Эпоха Николая I начинается с восстания декабристов, гвардейских частей. Гвардия присягала уже после армии. Перед вами мундиры. Они остаются все такого же фрачного покроя. Мундир саперного батальона, которым командовал Николай. Они защищали Зимний дворец. Мундир конно-гренадерского полка. Завес экипировок уже становятся кожаные шлема. Следующее обмундирование — это гусарское обмундирование. Называется это даламан. Расшивалось оно золотыми перевязями. Они могли быть более частыми, могли быть более редкими. Штаны называются гусарские чакчиры. Офицерский сюртук носился в зимнее время офицерами. Итак, в 1855 году происходит Крымская война. Россия начинает воевать с Турцией, с Османской империей. Возле города Синop была разбита турецкая эскадра, но на стороне Османской империи вступают такие страны, как Англия, Франция и итальянское княжество Сардиния. Война идет на 4. Война идет на 4 направлениях. На Дальнем Востоке, Закавказье, на севере, возле города Архангельск, и в Севастополе. Основной удар был принят городом Севастополь. Перед вами гренадер московского полка. На голове у него кожаная каска. 33 номер полка, к которому он относится. На погонах номер дивизии. На ремне у него капсюльная сумка. Ружья уже были капсюльные. Капсюль крепился на боковую часть ружья. Заряжался он через дуло. Нажимался спусковой крючок, ударный механизм бил по капсуле, происходил выстрел. Шинель можно было отстегнуть до пол. Но русские войска уступали английским в вооружении. Дело в том, что у них были нарезные ружья. И было больше, чем у нас. Было больше, чем у русских войск.
Чтобы сократить, они были более дальнобойные и прицельные. Чтобы сократить потери среди офицерского состава, в полевую форму за место эполет одевают за основу солдатских погон были приняты офицерские погоны, упрощенные. Отличались они от солдатских продольным галуном, который называется просвет. Это офицерская шинель. Еще одна война была затяжная, это на Кавказе. Длилась она еще с конца 18 века. Перед вами мундир Нижегородского драгунского полка, одно из самых боеспособных подразделений, которое было на Кавказе. За свою службу им были пожалованы газыри, вот эти нагрудные футляры. Раньше они имели практическое назначение, в них носился порох. Затем они стали уже декоративным элементом. Кавказская шашка. В 1855 году от воспаления легких умирает император Николай I, и власть переходит к его сыну Александру.